Обнаружено тело режиссера-документалиста. Произошло это несчастье в Южной Осетии. Нашли тело режиссера фильма об участниках войны в Украине Анны Тыц. Ее смыло горной рекой. Вечером 21 мая 52-летняя Анна Анастасия Тыц упала в реку Ляхва в селе Сгубир Дзаусского района Южной Осетии. Ее поиски продолжались несколько дней, и сегодня, сообщает МЧС, тело женщины обнаружили примерно в 35 километрах ниже по течению от места, где она упала в воду. По данным МЧС Южной Осетии, Тыц была режиссером фильма об участниках войны в Украине из Южной Осетии, куда она и приехала на показ документального фильма в направлении правды и справедливости. Давайте будем правдивы и справедливы, друзья мои. Это достаточно видные деятели из области кинорежиссуры. У нее колоссальный опыт, поэтому ей и доверили эти съемки. Иными словами, она, в общем-то, ничего не умела и не снимала до этого. И небольшая информационная справка, это откровенно пропагандистский проект, сам этот фильм, то есть его показывали там и вряд ли бы показали где-то еще. Это откровенно пропаганда, фильм в направлении правды и справедливости, документальная картина о героизме и подвигах осетинских бойцов во время боевых действий на территории Украины. Он прямо проводит параллель между Великой Отечественной войной, то есть дискредитируя, как я понимаю, героев Великой Отечественной войны, а мне приходилось видеть, как они разговаривают, когда их войну сравнивали даже с достаточно масштабной войной в Афганистане. Очень они были этим недовольны, но их уважали. То есть конкретные фронтовики их боялись задевать. Живы, сейчас прошло много времени, их уже нет, и задевать можно сколько угодно, насколько я понимаю. Тем не менее, она проводит эти параллели. И нынешней борьбой с неофашизмом сделан этот проект был в рамках Года Единства народов России по инициативе, естественно, сверху. Продюсер Ольга Кашина потеряла мужа в этой войне, так что личный мотив здесь тоже присутствует, давайте этого не забывать. Анна Тыц, творческий псевдоним Анна Захарян, выступала автором сценария и режиссером. Это ее основная известная работа, других знаменитых фильмов в открытом доступе нет. С моральной точки зрения это классическая государственная агитка, которая не пытается быть объективной, к сожалению. То есть это, конечно же, не документалистика, это агитка. Она занимает четкую сторону. Наши герои, которые воюют за правду и справедливость, никакой рефлексии, никаких показов другой стороны, только прославление. Это не расследование и не попытка понять, это инструмент патриотического воспитания. Давайте, чтобы быть объективными, скажем, что не она одна такая. Я приведу вам несколько примеров, которые также известны. Они прошли уже раньше, скажем так. Реакция общества и международного, и внутри России была вполне себе красноречивой, чтобы сейчас на фоне произошедшего не приползли те, кто пишет комментарии за денежку малую. Таким образом, видимо, тоже прославляя память предков. Так что давайте, привожу примеры, уже зарекомендовавшие себя и в историю вписанные. Маргарита Симонян и Тигран Кеосаян. Крымский мост. Сделано с любовью. 18-й год. Комедия, мелодрама про строителей моста. Фильм получил огромный бюджет вне конкурса. Семейный подряд, родственники на ключевых постах. Но вышел откровенно китчем. Плоский юмор, топорная пропаганда, картонные персонажи, критики и зрители разнесли в пух и прах. Сборы были скромными относительно затрат. Классический пример: сняли, потому что надо. Не забудем также и Оксану Барковскую, сериал новенький, это 20-й год, платформа Стар. Позже сезоны как новенькие. Также приходилось видеть отзывы. Иногда людей просили, потому что это было сделано на фоне резонанса с делом Влада Бахова. То есть надо было преподнести его как отрицательного персонажа, сам же истинный, скажем так, прототип. Его заманили дети членов партии «Единая Россия» в лес, там адские совершенно были издевательства, были свидетельства, потом это все заминали, свидетелей запугивали, и надо было преподнести, что он такой сам всех раздражал, условно. Вот эта Барковская, она довольно любопытно делала два выступления, одно говорило о том, что да, это по этому событию, а когда она получила, естественно, в ответ хейт, потому что люди следили за делом, понимали, кто там, что называется, прав, кто виноват, она даже сделала новое выступление, уже противоречия себе, что нет, это вообще не имеет отношения,
как бы в другом городе снимается, вообще это другая история. Так вот, люди, это как был резонанс, они просили некоторых блогеров, которые, знаете, разбирают фильмы, так, ну, достаточно профессионально, чтобы они рассмотрели вот этот сериал новенький. Они когда рассматривали, мне попадались такие даже видео, ну, раз меня просят мои зрители, я разберу, и люди просто терялись, потому что там рассматривать было нечего, это абсолютные помои, на которые, кстати говоря, было потрачено огромное количество денег, потому что были выезды на натуру, кто знает, что такое съемки, киносъемки, тот знает, что там, видимо, попилили неплохо. Кстати говоря, вот эта Барковская, сняв нужный момент, нужный фильм, она потом еще была в Беларуси приглашена, чтобы тоже снять про песняров, по-моему. Фильм некий исторический, то есть и тоже там были очень серьезные гонорары, как говорится, обогатилось и озолотилось. Ну, как говорится, на крови зачастую золото, оно сияет ярче и слаще. Не надо забывать того, что вот этот Влад Бахов, от которого начала она свою замечательную карьеру, причем до этого, как всегда, ничего не снимала, он был несовершеннолетний. Но таким, как Оксана Барковская, на это, мягко говоря, видимо, наплевать. Снят данный фильм был вскоре после громкого исчезновения смоленского подростка Влада Бахова. Многие прямо связывали запуск проекта с попыткой освоить и смягчить общественный резонанс вокруг этой истории. Сериал получился типичным молодежным триллером с элементами буллинга и детектива, но заметным налетом социального заказа и упрощениями. Барковская жена известного, так вот, если кто-то не понимает, откуда же они такие берутся, она жена телеведущего федерального уровня Игоря Прокопенко. Ну, этот, наверное, знаком многим. Едем дальше. Также по примерам Андрей Щербин. «Лучшие в аду», 22 год, снято на деньги Евгения Пригожина, как агитка про ЧВК «Вагнер». Жесткий боевик в стиле компьютерной игры, пафосные герои, враги неандерталы, минимум рефлексий. Получилось очень топорно, как пропагандистский ролик, растянутый на 1,5 часа. После смерти Пригожина фильм быстро задвинули, типичный заказ от силовиков ЧВК с нулевыми художественными амбициями. Причем сначала крутили, когда крутили Пригожина, когда Пригожина раскрутили окончательно, то укрутили и его произведение. Илья Казанков, позывной «Пассажир», 24 год, экранизация книги Александра Проханова, еще одна агитка про спецоперацию. Четкое разделение на своих героев и врагов, без полутонов. Критики отмечали слабый сценарий. Вот просто художественная сторона нулевая. Пропагандистские штампы и отсутствие настоящей драматургии. Снят по госзаказу, патриотическому фонду. Результат предсказуемо плоский. Таких режиссеров и сценаристов, конечно же, в последние годы стало заметно больше, когда бюджет выделяется не по таланту, а по лояльности и связям. На выходе почти всегда получается агит-промпт, проб и довольно-таки среднего, это еще в лучшем случае, либо просто низкого уровня. Зритель это чувствует, многие такие проекты проваливаются в широком прокате или живут только на госпоказы и патриотических площадках. То есть, как говорится, вот как и был случай, когда ехала. Еще раз, это никаким образом не делает того, чтобы кто-то стал радоваться, по крайней мере я не позволяю себе это, к тому же я в каком-то смысле публичная личность, не забывайте про комментарии, не забывайте подписаться, не забывайте распространять видео, потому что я все-таки стараюсь придерживаться объективности. Желать смерти никому нельзя, если только ты не военнослужащий, это твоя прямая обязанность, то, конечно же, соболезнования родным и близким, но, как говорится, человек свой танец последний создает сам. И если вспомнить Кастанеду и его бессмертного Дон Хуана, который говорил, что вся наша жизнь – это подготовка последнего танца. Каждый наш поступок – это одно из движений этого последнего танца. Последний танец – это вот то, что я сейчас и говорю. Я ничего не придумаю, это все данность, это все факты, и это все откровенные провалы в прокате среди тех самых людей, для которых снималось. Причем зачастую для своих же людей, которых же ты вроде как пытаешься прославить. Надо прославлять объективно. А объективность, она штука такая. И творчество почти что синоним объективности. Если ты снимешь недостоверно, это ключевой инструмент любого художественного произведения. Да и документального тоже. Документально просто в самом названии это заложено. Если не объективно, если недостоверно, если люди так не говорят, а было вот не так, это зритель сразу почувствует. Даже если он рад был бы увидеть фильм о себе, прославляющий себя. И есть такие фильмы, и они делаются удачно, когда они делаются талантом, профессионалом, умеющим смотреть на вещи объективно. Так что, друзья мои, всем нам объективности, хороших, конечно же, произведений хочется пожелать. Сам
с трепетом и с любовью отношусь к творчеству, собственно говоря, сам им занимаюсь. Поэтому я так только желаю всяческих продвижений и успехов. И вам, и всем людям в целом тоже, конечно же. Берегите себя, процветания вам, близким вашим, мудрости, здоровья, продвижения своего таланта, ибо талант, как было сказано теми самыми философами, из которых, собственно говоря, и Кастанеда, раз уж я его вспомнил, талант – это монада. Ну хорошо, перевожу на обычный человеческий простой язык. Искра Божья. Бог каждому ее дает. И если вы ее продали за денежку малую, то вместо фильма у вас получится.